В тихом уголке приюта для животных грустный кот по имени Чарли все время плакал, потому что скучал по своему хозяину. Его семья с разбитым сердцем оставила его там, не подозревая, как сильно он страдает по ночам. Однажды доктор Уайт осматривал Чарли и заметил что-то странное на его ошейнике. Он присмотрелся, чтобы прочитать бирку, и его глаза расширились. «О, Боже!» — тихо сказал он, быстро позвав свою ассистентку ему. «Что случилось, доктор Уайт?» — спросила Эмма, глядя то на него, то на Чарли, который все еще свернулся в углу. «Да нет, ничего. Ты уверена, что женщина, которая его привела, сказала, что его фамилия Картер?» — спросил Скотт. Эмма нахмурилась. «Да, она сказала, что ее зовут Грейс, а его Фрэнсис. А что?» Скотт замялся. «Потому что на бирке написано другое. Чарли был неутешим с тех пор, как попал в приют. Грейс Картер, вдова его покойного хозяина, привела его, сказав, что он слушался только Фрэнсиса. Семья не справлялась с его содержанием и не могла оставить его себе. «Если сможем, мы вернемся за ним», — сказала Грейс, промокая слезы. Скотт поместил Чарли в клетку, наблюдая, как кот свернулся у стены, все еще тихо плача. Хотя горе у животных не было редкостью, печаль Чарли была глубже всего, что Скотт когда-либо видел. «Я пойду проведаю Чарли», — сказал Скотт Эмми позже, все еще думая о странном чувстве, которое у него возникло. Он нашел Чарли в его клетке, закрывающего лицо лапами. Когда Скотт опустился на колени, он увидел ошейник, все еще охватывающий шею Чарли. «Пора это снять», — тихо сказал он, протянув руку, но Чарли внезапно завизжал, отпрыгнул и зашипел. Скотт замер, руки застыли в воздухе, испуганные такой реакцией. «Почему ты не даешь мне снять твой ошейник?» — спросил он вслух. Он успел мельком взглянуть на бирку и почувствовал волну замешательства. «Должно быть, я ошибся», — подумал он, но что-то все равно казалось не так. Скотт подошел ближе, голос стал мягче. «Эй, Чарли, все в порядке», — прошептал он, осторожно протянув руку. Глаза Чарли сузились, и с быстрым шипением он махнул лапой на Скотта, едва не поцарапав. Поняв, что сила не сработает, Скотт отступил, разочарованный, но решительный. Скотт вышел из клетки, размышляя над новым подходом. Чарли не просто горевал, он что-то охранял. Через несколько минут Скотт вернулся с угощением и игрушкой. «Давай попробуем еще раз, приятель», — мягко сказал он, положив угощение у входа, прежде чем отступить. Чарли замялся, наблюдая за Скоттом, но в конце концов подошел поближе, понюхал и взял угощение. Скотт оставался неподвижным, на его лице появилась легкая улыбка. Это был шаг вперед. Пока Чарли жевал, Скотт говорил мягко, рассказывая истории о своих питомцах. Постепенно Чарли расслабился, его тело стало менее напряженным. Скотт попробовал снова, на этот раз с большей решимостью. Чарли все еще был осторожен, но их связь становилась крепче. Используя еще одно угощение, Скотт поощрил Чарли приподнять голову ровно настолько, чтобы стала видна бирка. Сердце Скотта замерло. «О, Боже!» — прошептал он. Имя, выгравированное на металле, было не тем, что он ожидал. Это было откровение, которое все изменило. «Эмма, ты можешь подойти сюда, пожалуйста?» Позвал он с ноткой срочности в голосе. Она вошла, чувствуя напряжение.
«Что случилось?» — спросила она. Ее взгляд метался между Скоттом и Чарли. Скотт указал на ошейник. То, что было написано там, должно было перевернуть все с ног на голову. Скотт пытался собрать воедино загадку, которая, казалось, становилась все более запутанной. Каждый новый кусочек информации порождал больше вопросов, чем ответов. «Эмма, ты знаешь полное имя Грейс и уверена, что их фамилия Картер?» — спросил он быстро, его разум лихорадочно пробегал через возможности. Эмма выглядела удивленной, на ее лице читалось замешательство. «Мне нужно проверить документы». «А что случилось?» — спросила она, чувствуя срочность в голосе Скотта. «Это имя не на бирке», — ответил Скотт. Его голос был полон сомнений и тревоги. Брови Эммы приподнялись от удивления. «Не на бирке? Тогда чье?» Она запнулась, внезапно поняв, что это могло значить. «Сейчас проверю», — сказала она, быстро развернувшись, чтобы уйти. Скотт снова сосредоточился на бирке, пытаясь разобрать имя, выгравированное на потертом металле. Это было все равно, что пытаться прочитать что-то, выцарапанное на старой школьной парте, слабо и почти неразборчиво. Постоянное шевеление Чарли за лакомствами тоже не помогало, делая задачу еще труднее. Раздражение нарастало, казалось, что ошейник хранит ключ ко всему, но не хотел раскрывать свою тайну. Эмма вернулась с папкой в руках. Да, они точно Картеры. Грейс Элизабет, Картер Мейсон и Фрэнсис Антониус Картер, подтвердила она. Разум Скотта закружился. Если это было правдой, то почему имя на бирке не совпадало? Это было все равно, что пытаться вставить квадратный колышек в круглое отверстие. Ничего не сходилось. Он посмотрел на Чарли, который свернулся вокруг своего ошейника, как будто это была его самая дорогая вещь. Было ясно, что если его забрать, это только расстроит кота еще больше. Скотт вздохнул и решил оставить все как есть, аккуратно закрыв клетку Чарли. Но его разум не был готов отпустить это дело. Ему нужны были ответы. Вернувшись к своему столу, он достал записи Чарли и начал их просматривать. Каждый визит в клинику, каждая маленькая запись — все это были подсказки, приближающие его к истине. Одно выделялось. Чарли был пациентом на протяжении 6 лет, но он явно был старше. Ему должно было быть как минимум 10 лет. Где он был раньше? Кто о нем заботился? И почему его имя было зачеркнуто на бирке? Следующим логичным шагом было посетить адрес Картеров. Возможно, у них была недостающая часть пазла. Прежде чем выйти, Скотт остановился, чтобы сообщить Эми и Яре. «Я ненадолго выйду», — сказал он им. «Позвоните мне, если что-то случится». Они кивнули, привыкшие к его внезапным расследованиям. Сев в машину, он ввел адрес Грейс в навигатор. Загадка ошейника не выходила у него из головы, пока машина набирала ход. Его разум был полон теорий. Что, если Чарли был частью чего-то большего? Что, если имя на ошейнике было стерто по какой-то причине? Извините за прерывание, но прежде чем мы продолжим историю, я хотел бы попросить вас поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Это очень важно для нас. Спасибо большое, сказал он, нажимая на педаль акселератора. Его любопытство подгоняло его вперед. Когда он, наконец, добрался до особняка Картеров, огромный дом возвышался перед ним. Его тишина почти пугала. Скотт припарковал машину и вышел. Его сердце билось немного быстрее, когда он подошел к массивной входной двери. Он постучал и подождал. Через мгновение дверь со скрипом открылась, и на пороге появилась женщина, явно не Грейс. «Привет»,
«Я здесь по поводу Чарли, кота Грейс. Мне действительно нужно с ней поговорить», — сказал Скотт, надеясь, что его просьба не покажется ей странной. Женщина посмотрела на него с любопытством, прежде чем ответить. «О, мамы сейчас нет дома. Но, может быть, я могу помочь». Скотт замялся на мгновение, он не ожидал этого, но решил воспользоваться шансом. «Не могли бы вы взглянуть на старые семейные фотоальбомы? Может быть, примерно 6-летней давности. Я ищу что-то о Чарли». Джейн моргнула, но не выглядела слишком обеспокоенной. «Конечно, это немного необычно, но давайте посмотрим, что мы можем найти», — сказала она, отступая в сторону, чтобы впустить его. Когда Джейн исчезла наверху, чтобы найти альбомы, Скотт стоял в величественном фойе, впитывая детали дома. Все в этом месте говорило об истории и богатстве. Но Скотту казалось, что оно также шепчет секреты. Его взгляд упал на масляную картину на стене, формальный портрет Фрэнсиса Картера. Что-то в том, как он был написан, почти как будто его глаза следили за ним, привлекло внимание Скотта. Затем другая фотография привлекла его внимание. Грейс и Фрэнсис улыбались, а между ними сидел Чарли. Кот выглядел абсолютно довольным в их объятиях, и вот там вокруг его шеи был тот самый ошейник. Скотт присмотрелся, сузив глаза. Буквы на бирке были четче на фотографии, чем в реальной жизни. Он попытался их разобрать. Его пульс участился. Буквы не совпадали с именами Грейс или Фрэнсиса. Осознание этого вызвало новую волну замешательства. Кому на самом деле принадлежал Чарли? Прежде чем он успел это осмыслить, шаги Джейн эхом разнеслись по лестнице, нарушая тишину. Джейн крепко сжимала книгу, поворачиваясь к Скотту, с намеком на любопытство и предвкушение. «Почему ты так заинтересован в этой фотографии?» — спросила она. Скотт замялся, размышляя, сколько ему стоит рассказать. Он подумал о том, чтобы что-то придумать, но решил быть честным. «Я действительно увлекся историей Чарли, особенно после смерти Фрэнсиса», — признался он. Выражение лица Джейн смягчилось. По ее лицу промелькнула тень грусти. «Мой папа нашел Чарли после того, как его сбила машина. Он был таким напуганным, потребовалось много времени, чтобы его успокоить», — сказала она. Ее голос был полон ностальгии. Скотт внимательно слушал. Почему Фрэнсис не отвел его к ветеринару? Он пытался, но Чарли паниковал каждый раз, когда оказывался рядом с машиной. Он просто убегал и прятался. «Было проще заботиться о нем дома», — добавила Джейн. «Он с нами уже 6 лет». Скотт замер. 6 лет это не совпадало с тем, что он предполагал о прошлом Чарли. Когда они листали альбом, он заметил ошейник Чарли на одной из более старых фотографий. Что-то в нем привлекло его внимание. «Он всегда носил этот ошейник?» — спросил Скотт. Джейн нахмурилась, вспоминая. «Да, носил». Любопытство Скотта росло. «Ты помнишь кого-нибудь, кто мог быть его хозяином до вас?» Джейн покачала головой. «Нет. Мы никогда не знали, откуда он взялся, прежде чем папа его нашел». Они продолжали переворачивать страницы, пока одна конкретная фотография не привлекла внимание Скотта. Она была старше, и в отличие от текущей бирки Чарли, которая была теперь поцарапана и потерта, имя на этой было еще четко читаемо. Сердце Скотта забилось быстрее. Это была зацепка. «Можно мне одолжить это? Это может помочь мне во всем разобраться?» — спросил он. Джейн замялась на мгновение, затем кивнула,
доверяя Скотту фотографию. Вернувшись в клинику, Скотт разложил фотографию на стойке перед Эммой и Ярой. «Посмотрите на это», — сказал он, указывая на имя. Быстрый поиск в интернете выявил женщину по имени Эмили Харрингтон, живущую в соседнем городе. Временные рамки совпадали идеально. Пульс Скотта участился, когда он набрал ее номер. «Я, кажется, нашел вашего потерянного кота», — объяснил он осторожно. Его голос был твердым, но с ноткой неуверенности, как будто он не был до конца уверен, как она отреагирует. Эмили моргнула. Ее разум боролся с тем, чтобы осмыслить слова. Ее сердце забилось в груди, и на долгое мгновение она просто слушала, ища в его голосе хоть какой-то намек на то, что это недоразумение или жестокая шутка. Но его тон оставался искренним. «Ты думаешь, ты нашел Чарли?» Наконец прошептала она, ее голос едва слышен. Скотт кивнул. «Я так думаю. Ты бы согласилась приехать в клинику и посмотреть самой?» Все еще ошеломленная, Эмили смогла лишь слегка кивнуть. Она не могла найти нужных слов, но знала, что есть только один ответ. Да, конечно. Поездка в клинику казалась сюрреалистичной. Ее разум возвращался к тому дню, когда она потеряла его, бесчисленным объявлениям, которые она развесила, и боли, которая так никогда и не утихла. Она пыталась двигаться вперед, пыталась принять, что его больше нет. Но теперь была надежда. Когда она прибыла, Скотт провел ее по тихому коридору к клеткам. Его шаги были измеренными и уверенными. Запах антисептика и слабые следы шерсти наполняли воздух, приводя ее в чувство. Ее пульс участился, когда они остановились перед небольшим загоном. Скотт жестом указал на него. Внутри клетки серый полосатый кот сидел, свернувшись в тугой клубок. Его зеленые глаза были настороженными и недоверчивыми. Сначала Чарли завыл, издав резкий защитный крик, такой, какой она слышала так много раз раньше, когда он чувствовал себя загнанным в угол или неуверенным. Дыхание Эмили перехватило, этот звук был таким знакомым. Скотт отступил в сторону, позволяя ей подойти ближе. Чарли замер на полувыдохе, его уши дернулись вперед, зрачки расширились, когда он увидел ее лицо. Эмили замялась, чувствуя ком в горле, смесь предвкушения и страха. Что, если он ее не узнает? Что, если прошло слишком много времени? Медленно и осторожно она протянула руку ладонью вверх, давая ему шанс подойти к ней на своих условиях. Чарли принюхался, его усы дернулись. Долгий момент, тяжелый от невысказанных эмоций, повис между ними. Затем что-то изменилось, его хвост дернулся, поза изменилась, и глубокое мурлыканье зародилось в его груди. Эмили едва успела среагировать, прежде чем Чарли наклонился вперед, прижавшись лбом к ее ладони и потерявся ее с явной привязанностью. Резкий вздох вырвался из ее губ, когда слезы навернулись ей на глаза. «Я потеряла его 6 лет назад, во время переезда», — выдавила она. «Я искала его повсюду, но он просто исчез». Скотт молча наблюдал, как она проводила пальцами по шерсти Чарли. Ее прикосновения были легкими, но полными благоговения, как будто она боялась, что этот момент исчезнет, как сон. Глубина их связи была неоспорима. Но как только комната наполнилась теплом воссоединения, звук шагов нарушил момент. Яра, ассистентка клиники, появилась в дверях, ее лицо было напряжено. «Скотт», — пробормотала она неуверенно, — «Грейс Картер здесь».
Скотт повернулся к ней лицом, его брови сошлись на переносице. «Грейс!» Яра кивнула, бросив взгляд между ним и Эмили. Она выглядит расстроенной. Скотт резко выдохнул и обменялся взглядом с Эмили, прежде чем дать ей ободряющий кивок. «Я сейчас вернусь». Он вошел в лобби, где Грейс Картер стояла у стойки регистратуры. Ее руки были крепко сжаты, а лицо, изборожденное морщинами, выражало горе и неуверенность. На мгновение воцарилась тишина. «Я слышала, ты нашел кота», — наконец сказала Грейс. Ее голос был твердым, но хрупким. Скотт кивнул. «Да, нашли». Грейс сглотнула. «Это Чарли?» Эмили тихо последовала за ним, остановившись позади Скотта. Когда она шагнула вперед, ее взгляд встретился с взглядом Грейс, и между ними промелькнуло что-то невысказанное. Разговор, который последовал, был трудным вначале. Обе женщины цеплялись за свою боль, за свою правду. Эмили рассказала о своем горе потерявшего Чарли, о месяцах и годах, проведенных в поисках, о том, что она так и не смогла полностью принять его утрату. Грейс слушала, ее пальцы сжимали ремень сумочки. Затем тихим голосом она поделилась своей стороной истории. О том, как она и ее покойный муж нашли Чарли бродящим, как они выходили его, и как со временем он стал частью их семьи. Пока они говорили, напряжение между ними постепенно спадало. Не было ни обвинений, ни злобы, только любовь к одному и тому же коту. Их истории сплетались в единое целое, образуя мост понимания. После долгой паузы Грейс тихо вздохнула. «Полагаю, у него всегда было две семьи, да?» Эмили моргнула, затем медленно кивнула. «Да, я так думаю». И вот после долгих размышлений они пришли к решению, которого ни одна из них не ожидала, но которое обе чувствовали правильным. У Чарли будет два дома, две семьи и вся любовь, которую он когда-либо знал. Скотт наблюдал, как они пришли к соглашению, чувствуя глубокое удовлетворение. Путешествие Чарли замкнуло круг. Иногда любовь — это не выбор, иногда это умение делиться. Понравилась ли вам эта история? Согласны ли вы с окончательным решением поделить Чарли? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вам понравилась история, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк.